Так она получается немножко ниже. Это не есть гуд, потому что мне надо наоборот, чтобы она была повыше. «30 сантиметров от сидушки, ну, боковины 31, 34, 33, 33. Опущено здесь основание 25. Головоломка. Получается, либо надо здесь приподнимать немножко, ну не немножко, блядь, тут 13, там 8,5, почти на 5 сантиметров, либо передок поднимать, так, если ее приварить. Так, а вот здесь она ни на что не, к чему не крепится. Это плохо, здесь надо придется надставку делать с этой стороны, вот здесь, потому что она здесь свободна, блин. С другой стороны, получается, вот она такая, блин, без упора, потому что здесь все держится. Вот эту хрень, значит, надо будет срезать полностью вот так. А здесь надо отмечать с запасом 2,5, так же, как я там делал. Так, отлично. Теперь вот так вот надо подмерить, чтобы можно было отрезать лишнего. Подпилил. Но это еще только так, предварительно. Ну, предположим, что он вот так вот встанет. Так, здесь он сел хорошо. Немножко упирается в край, но это не страшно. Здесь зазор получается, и здесь, значит, зазор. Почти встал как надо. С этой стороны вот только надо сделать упор, уголочек, или вот снизу вот так вот приварить столбик. Даже не надо убирать бардачок под сиденьем, нормально встанет. Так, ну вот сдвинуть сюда его не получается на
полсантиметра, потому что упирается край в бардачок. Вот эту вот часть. Теоретически ее можно подпилить, чтобы он не мешал движению бардачка. Будет отлично, кстати говоря. На конструкцию никак это не повлияет, но зато это даст свободу маневра. Металл тонкий, делаю дырки иногда. Я приварил к основанию УАЗовского подиума кресла, часть подиума от туареговского сиденья. Уже покрасил, собственно говоря. Особенность туареговского кресла в том, что оно изначально под углом находится, поэтому я сделал вот такой аналогичный допуск. Здесь выше, здесь, собственно говоря, легло у меня сразу, ну, там с небольшим запасом, на подиум УАЗовский, проварил по периметру. И что хорошо, можно даже использовать вот этот бардачок по сиденью. Здесь немножко пришлось выпилить, чуть-чуть уголочек. Но, в общем-то, на эстетичность это никак не влияет, потому что это там не видно будет внизу. Зато вполне себе приличная вещь. Здесь, поскольку крепления не было, я опять же отчасти крепления подиума от Туарега отрезал уголок, приварил его здесь, приварил изнутри, прошелся по шву. В общем, получилось надежно. Проварил здесь. Осталось только установить. Можно было пойти совсем другим путем. То есть взять два профиля. Один там, например, 2 сантиметра. Сзади просто так вот уголок, вернее профиль приварить. От отсюда до сюда. И в него потом крепить. Но надо там, соответственно, что-то умудрить с крепежом, с гайками к этому профилю. И здесь профиль тоже высотой порядка 8 сантиметров, 6 сантиметров. Узкий. И точно так же здесь приварить. Но это было бы не так эстетично, но зато очень быстро. Ну, дешево на самом деле относительно, потому что пришлось бы тратиться на этот профиль. А тут, получается, использовал то, что уже было в комплекте сидений. Проблемка первая. Упирается здесь. Упирается здесь.
буквально на сантиметр. Ее не хватает, чтобы она встала легко. Придется вот эту пластиковую часть снимать, точнее откручивать основание, здесь металлическое, которое прикручено к полу, и наверное отрезать его. И потом феном зауживать пластиковый короб. Можно пойти радикальным путем, просто ее выгнуть сюда немножко, она по бокам сойдется, и тогда позволит встать ровно. Ну вот так вот мне немножко пришлось ее выгнуть. На функциональность это никак не повлияет, но зато она встала. Сейчас я пойду прикручивать. Встала. В общем-то неплохо. Посмотрим, как сейчас будет вставать кресло. Конечно, я не ожидал, что прям все станет в лед, потому что само по себе основание было шире немножко, чем родные подиумы УАЗа. Вывел из центральной части, там разъемы были свободные, не занятые, сюда и вот прямо к этой гребенке. Подключил обыкновенными контактами бытовыми, не парился. А обогрев тоже напрямую кинул, поскольку я не знаю, как подключить через эту гребенку, и соответственно там тоже контакт. Все, ставлю назад, вернее теперь только прикручиваю кресло. Механизм работает. Хорошо, что есть направляющая. Так. Прикручиваю. Сейчас я помечу один, потом смажу их фиксатором резьбы. Кресло на месте. Я могу сказать, что я немножко даже его завысил, потому что для среднего роста человека, конечно, удобнее, когда оно будет стоять совсем внизу. Потому что если поднимать его вверх, оно как высоко становится. Как будто на стуле сидишь, реально. Ну, конечно, в потолок не упираешься, потому что у УАЗа потолки высокие. Но тем не менее, отодвигается очень далеко. Дальше, чем УАЗовские сиденья, однозначно. То есть я сижу, я не достаю ногами до передней стенки, если совсем отодвинуть.
Ну, конечно, на пикапе ездить удобно только на передних сиденьях. Заднее сиденье уж так, для недлительных поездок. Но тем не менее, вот все работает. Если мы хотим отодвинуть до конца, то, видите, упирается. Конечно, она может двигаться и дальше с деформацией. Вот это предел. Но тем не менее как-то беспонтово. Хотя, как я еще говорю, что в принципе достаточно вот такого положения, чтобы сидеть комфортно, потому что и так расстояние дофига. Здесь прямой угол, а здесь у подиума наклон. Соответственно, придется вот эту подрезать, делать тоже прямой угол, одинаковый с этим, чтобы можно было поставить на подиум УАЗа. Это водительское сиденье. Придется немножко дорабатывать. Вот эти ушки отрезаю. Срезаю вот это крепеж для облицовки. Надрезаю. Здесь надо будет вырезать уголок, опускать вот так, сдвигать вниз и потом проваривать. Get ready for a deep dive. Так, здесь тоже не прямой угол, а чуть меньше. На этот размер надо здесь, соответственно, сгибать.
конечном итоге это выглядит таким образом. Два сиденья с электрорегулировками на комбинированных подиумах УАЗа и родного подиума от Туарега. Обогрев сидений выведен отдельным жгутом. Все работает. Вперед, назад, вверх, вниз. Сидеть очень удобно, конечно, потрясно. Обалденно. Обогрев вывел сюда отдельными клавишами: водительская, пассажирская. Так что конечный результат. Move your house. Move your house.